День добрый, приветствую вас. И сегодня мы начинаем вебинар, такой прямой эфир, трансляцию по вашему запросу. И речь идет о составлении миксов. Миксов из шерсти конкретно для обувного войлока. Хочу остановиться на некоторых технических моментах по трансляции. Для меня это буквально первые шаги, поэтому со звуком должно быть нормально. Видео немножечко подвисает. Чат работает, все замечательно. И так можно уже приступить непосредственно к самому нашему вебинару. Итак, что у нас сегодня будет по насыщению эфира? Мы разберем те вопросы, которые были заданы, когда вы встречаетесь с самим миксованием. И эти вот три конкретно, что мы миксуем, зачем мы миксуем и как мы миксуем. И если у вас возникают вопросы уже по той или иной части, которые нужно обсудить в эфире, вы их пишите, я их увижу, и мы в процессе самого прямого эфира будем их затрагивать. Что послужило к выходу этого эфира? Вы, как заметили, мой YouTube немного начал оживляться. Я стала чаще выходить в эфир, потому что готовлю большой вебинар по поводу затяжной обуви. И это будет некоторые уроки в прямом доступе, поэтому мне нужно подготовить площадку так, чтобы вот здесь была и презентация, и включение видео. Поэтому есть такой немного мои личные потребности, вопрос о моих потребностях. И также на моих активных площадках Фейсбука и Инстаграма многие задают вопросы, которые вот в двух словах не объяснишь. Нужно какие-то презентации, какие-то видео, какие-то схемы показать, и это будет проще сделать как раз здесь в эфире. И вот мне Элеонора, моя коллега по валяльному цеху обуви, задала вопрос, что она сейчас работает с такой незнакомой шерстью. Она имеет от меня некоторую информацию, которая была получена еще на встрече в офлайне, на живом мастер-классе. Она пользуется ей, но вот она недостаточно, и хотелось бы что-то более подробного. И, конечно, этот поиск рецепта, который бы подошел для любого случая в миксе шерсти, при миксовании шерсти, конечно, бы хотелось иметь каждому. И вот поэтому у нас задаются вопросы, когда именно на повестке дня выходят какие-то цели. Цели, что же делать и почему они возникают. Ну, возьмем такую условную Марусю, которая в валянии то ли новичок, то ли уже имеет небольшой опыт. Она сваляла определенное какое-то количество пар, уже, возможно, имеет какой-то обратный отзыв, то есть она уже знает, что как получаются тапочки, какой коэффициент, какую-то шерсть она использует, что такое кардачок, что такое лента гребенная. То есть она уже немного ориентируется, понятно, что у нее идеи прибывают, она хочет их воплотить, но какие-то остаются остатки с прошлых проектов. Куда их девать, там 5, 10, 15 грамм. Возможно, у нее остаются подаренные, либо приобретенные по дешевке запасы шерсти. Вот как обычно у нас там на площадках кто-то из валяльщиц, вот у меня мешок, и, пожалуйста, заберите. И вот наша эта условная Маруся приобретает, раскрывает и видит, что там шерсть уже слежалась, и ее тоже нужно куда-то деть. И как раз вот при миксовании мы можем решить эту проблему. И, например, она от соседки
получает этот мешок, где видит не только шерсть, ту, которую она уже знает, этот меринос, беркшафт, но и какие-то дополнительные непонятные кусочки. Например, у этой подружки есть собака и какая-то собачья шерсть или кошачья шерсть, которая это шерсть, и мы ее в принципе можем использовать в наших проектах, в обуви, но что с ней делать, как ее подмешать, как ее соединить в общем объеме шерсти, еще непонятно. Также мы очень часто используем таких экзотических животных, ну назовем их экзотических, как альпака, як, лама, которая тоже по своим свойствам хорошо бы ее использовать в нашем проекте, но мы не знаем, как подступиться, как ее ввести. Возможно, существуют какие-то пропорции. Ну, в общем, какие-то есть вопросы, которые тормозят использовать в наших проектах. И поэтому вот здесь тоже это миксование, правила миксования, какие-то основы миксования тоже пригодятся, когда вы их знаете. Но основным, я считаю, для обувщика такой целью миксования является как влияние на параметры готового войлока. И мы с этим можем столкнуться, например, когда чисто случайно соединяем две шерсти и смотрим уже на готовый войлок, и мы видим, что он немного иной, он такой своеобразный, у него другие свойства, он какой-то более плотный, то ли более пластичный, ну то есть мы еще не знаем, почему это произошло, но это мы по сути видим, что там это все есть. И вот именно влияние на параметры готового войлока. И внедряем в наш войлок не только разного вида шерсть и какие-то волокна дополнительные, которые вносят в готовый войлок свои свойства. И разобраться в этом, какое что чего, мы можем, когда имеем какую-то основу, когда мы имеем какое-то понятие, почему вот столько, э, почему именно это так и происходит в нашем готовом войлоке. Тогда, когда мы уже будем это использовать с пониманием, нам будет проще влиять на эти свойства, влиять на итог готовой работы, то ли мы это делаем зимнюю обувь, значит, я беру вот это, вот это, вот это. Если у меня проект с летней обувью, значит, я вот это не беру, а вот это беру в проект. И тогда мы получаем абсолютно другой войлок, абсолютно соответствующий нашему проекту и нашим задумкам. Разобраться в этом изобилии всего, который, допустим, на сегодняшний день существует в названиях, нам нужна основа. И вот эту основу по структуре шерсти нам нужно немного более подробно остановиться. И я не буду загружать вас такими научными терминами. Тут нужно понимать вот буквально 3 параметра, что собой представляет шерсть, и 3 параметра, какая она бывает. Будем условно говорить, волос, любая шерстинка, она может быть остью, она может быть подпушком, и она может быть пухом. Но любой, какой бы мы волос ни рассмотрели, он состоит из 3 составляющих. Вот наружный слой – это такие чешуйки, которые помогают сцепляться друг с дружечкой в самом войлоке. Их могут быть много, они могут быть разной формы. Это все, конечно, зависит и от породы животного, и сам волосок, откуда он был взят. Также есть сердцевина, это сам вот коллаген, показывающий свойства самой шерстинки. То ли она пластична, то ли она более жесткая.
также он зависит, как содержалось животное, как питалось от породы. И сама сердцевинка, то есть это те клеточки, в котором внутри воздух. То есть воздух тут является как утеплителем, такой аккумулирующей единицей. И вот мы иногда слышим такое понятие: ага, это шерсть теплее, чем овечья. А вот из более теплых шерстей вот это более теплее. Почему? Потому что вот в самой структуре сердцевинки больше воздуха или меньше воздуха, возможно, там с какими-то прослойками внутри клетки, но вот именно сердцевинка отвечает за вот эту теплоту самой шерсти. Итак, попалась у нас шерсть незнакомая в руки. Первое, смотрим ось. Если ось, это понятно, что гладкое волокно, оно у нас вылетит из войлока в процессе валяния, либо позже. То есть в ось нет чешуек, и эта шерсть нам не подходит. Если есть подпушек, это мягенькое такое вот волокно с наличием чешуек, оно пластичное, это то, что нам нужно. Ну и если мы видим извилистый такой мягенький пух, значит без проблем берем его в валяние. Все, 3 показателя: ось, подпушек, пух и, соответственно, что в них: чешуйки, тело, сердцевина. И вот этих вот 3 показателя одних, 3 показателя других будут нам делать погоду в нашем уже войлоке. И сейчас я хочу запустить видео, где мы можем посмотреть, как же происходит процесс валяния и почему мы берем тот или иной вид шерсти и как он ведет себя непосредственно в войлоке. Этот кусочек видео взят из моего, будем говорить так, старого мастер-класса. Это еще 2017 год. Понятно, что уже накоплен опыт за этот период, как вышло видео, но тем не менее основа остается та же. Итак, у нас есть шерсть со своими параметрами и своими характеристиками. В данном случае у нас топс, гребенная лента со своей структурой, то есть вычесанные каждые ворсинки в одном направлении. И у нас имеется еще распространенный такой вид, как кардачес. То есть те же шерстинки, только уже на определенной машине. Они перемотанные, запутанные и имеют вид такой ваты. В любом своем виде, хоть в топсе, хоть в кардачесе, шерстинка себя будет вести одинаково. То есть в процессе валяния она будет сжиматься, уваливаться, и в итоге мы будем получать войлок. И на вот это вот сжатие, изгибание будет в войлоке зависеть от того, какая порода шерсти используется в валянии, какая микронность данной шерстинки, ну и, соответственно, другие параметры, уже зависящие непосредственно от содержания того животного, насколько оно гуляло, питалось, содержалось, было ли здоровым. Также дополнительные были параметры уже в процессе изготовления и подготовки шерсти, какой был произведен окрас, насколько красители повлияли на структуру, ну и многие такие вспомогательные. И поэтому вот как она будет вот так вот себя вести в процессе изготовления войлока, все это повлияет. И также стоит отметить, что на параметры валяния шерсть, которая в гребенной ленте, будет быстрее уваливаться по длине, то есть как мы положили шерстинку в том направлении, она у нас быстрее и уваляется в войлоке. То ли это будет в этом, то ли в этом, без разницы, работает шерстинка по длине. То есть можно четко сказать, топсы это длина, а кардачесы это непосредственно толщина. Итак, вот наша шерстинка. Она представляет собой такую полую трубку
с воздухом. Допустим, она у нас 27 микрон. И если рассматривать войлок, вот у нас толщина войлока какой-то определенной толщины, и он сваленный, то есть между собой шерстинки все переплетены. Будем грубо говорить таким образом. И вот наша шерстинка, которая 27 микрон, она может изогнуться только вот на определенный радиус, на определенную какую-то свою извилитость, которую дается от природы. 27 микрон, она жесткая. По сути, здесь мы имеем какое-то такое условное пространство. Из-за физических своих характеристик шерстинка не может, будем так говорить, уплотниться. Если же мы введем сюда, в наш войлок, какую-то еще дополнительную шерсть, более мягкую, она более пластична, то есть она уже заполнит другое пространство, потому что она более мягкая, она может изогнуться, привалять и присосать к себе другие шерстинки, опутать и свалять, получить заполнение пространства. Хорошо, введем еще другую, еще какую-то шерсть, то ли более мягкую, то ли более жесткую, но отличную от этих уже вспомогательных, те, которые мы уже использовали. Соответственно, она будет, другая шерсть, вести себя еще по-другому. И вот мы получаем, что чем больше мы вводим туда дополнительных компонентов, тем более плотнее получается войлок. Мы можем еще добавить туда, соответственно, и декоративные волокна. Те волокна, которые не приваливают сами по себе, а участвуют в процессе валяния, уже как вспомогательные. То есть сама шерстинка будет обволакивать, шерсть будет участвовать в ее приваливании. Соответственно, эти дополнительные волокна у нас тоже займут какое-то место в нашей толщине войлока и будут в связи с своей природной другой характеристикой, другой составляющей, будут нести такое своего рода армирование. И по итогу этот войлок у нас с другой абсолютно характеристикой. Он более плотный, он более формоустойчивый. Как раз то, что и нужно непосредственно нам, обувщикам. И если сравнивать толщину, например, моно и микса, то можно говорить о том, чтобы получить одинаковые по теплу показатели, нам нужно использовать моновойлока намного толще, нежели микса. Микса тоненький войлок, моно толстый. И тогда они будут с одинаковыми показателями. Основываясь на этих понятиях свойств шерсти при перемешивании, можно утверждать, что не существует отдельно обувная шерсть или необувная. В миксах возможно использовать все. По микронности, по длине штапеля, кардачесы или топсы. Поэтому все мы можем использовать сорта, виды, и в зависимости от того, какого вида шерсти будет больше, каких свойств вы добавите в тот или иной проект, вы по итогу получите абсолютно разный войлок. При этом разный войлок может быть и в том случае, если вы даже используете один и тот же состав названия шерсти, те же пропорции по весовым составляющим, но окрас будет разный, разный производитель. Вы по итогу будете получать иные сорта войлока на выходе. Если условно мы можем разбить
на такие группы и категории. Жесткие шерсти. Это наш любимый Беркшаф разного производителя, разной категории. Он может быть в топсе, он может быть в кардачосе. Вторая группа у нас будет, это мериносы. 18 микрон и ниже. И мы назовем ее мягкие. К ним могут относиться точно так же и топсовые составляющие, и кардачосные. И отдельная группа волокна, это вискоза, лен, шелк, вот все декоративные волокна, которые могут быть использованы в валянии. Для себя классической такой пропорции, которая дает замечательный тонкий обувной войлок, это когда жестких волокон используется 50-55% в общем объеме. Мягких волокон используется 25-30% и до 20% используется декоративных волокон. Это в основном вискоза. Пример использования стандартных таких пропорций: жестких 60, мягких 20, волокон 20, коричневые туфельки конфитюр. Имеем тонкий, плотный, формоустойчивый войлок. Давайте разберем, что входит в каждую группу. Мы не будем углубляться в разновидности шерсти, а будем рассматривать доступное в широком пользовании. То есть Беркшаф, Германия, Австрия, Болгария, Литва. Вот все они в этой группе. И в основном эта группа, это та формообразующая, которая в войлоке нам дает каркас. 18-микронные это мериносы. Они все идут практически в топсе при заявленной микронности. Могут быть по своей партии чуть жестче, чуть мягче. В зависимости от окраса. Более кислотные цвета, они всегда пожестче в связи с кислотой при обработке и окраске. Чем больше вы наберете ингредиентов, тем более плотнее забьется вот это пространство. Очень хорошо заполняет это пространство мериносовые кардачосы. Их очень большая разновидность, которая тоже включается сюда. И сразу наступает вопрос, а где же наш любимый новозеландский кардачос производства Латвия? И вот он как раз при вот этой микронности, что 25 могут быть заявлено, мы ее включаем в средний. Такая своеобразная шерстинка по именно формообразованию, но вот свою роль средненькую хорошо играет в микс. Пример: сапожки 204 грамма по пропорциям уже с включением средних волокон. Тоже имеем формоустойчивый войлок. 8 компонентов включено в микс. И имеем на выходе тонкий обувной войлок, формоустойчивый, плотный, удобный, комфортный. Пример с данного видеокурса. Состав микса еще повторится в главе, где будет видео рассказываться о создании этих ботинок. Имеем пропорцию с шерсти мягкой, жесткой, средней и волокон. И по волокнам. Волокна в нашем такой классической формуле займут до 20%. Это троицкая вискоза в основном, либо итальянская. Итальянская мягкая такая, вот она более такая нежная. В основном использую троицкая, бюджетная, хорошая, жесткая, то, что нужно. Но вот если использовать в миксе только троицкую вискозу, то вот остановиться нужно до 18%. Также можно использовать лен уже из этих 20%. Льна можно брать до 5-8. Вот в этой базе 20% лен довольно-таки жестковатый. Делая какие-то прослойки даже с технического льна, вы замечали, насколько это жесткий каркас, если это в прослой. Шелка неплохо показали себя в проекте балеток. Если необходима замена объема шерсти на объем более летнего, летнего в кавычках материала. Данный пример по составу в балетках, названных 50 на 50, было использовано 48% волокон
и 52% шерсти. Но весовая часть шерсти составлялась уже с учетом процентного содержания по жестким, мягким и средним волокнам. Это еще раз подтверждает, что можно мешать все, можно включать разные, получать свои разные виды войлока на разных абсолютно компонентах. Еще хочу обратить ваше внимание при подборе в микс таких составляющих, как топсовые и кардачесные. Длинные волокна шерсти, вытянутые в длину декоративные волокна и в миксе оно перемешается. То ли это будет кардер, то ли это будут щетки. Вы в раскладку будете вкладывать уже такую смесь. И вот когда в полученном миксе топсовых составляющих от 40 и больше, вам проще вести раскладку. По раскладке шерстинки топсовые захватывают одним движением, одним щипком, одной прядкой более значительную площадь, если это сравнивать с кардачесными. И поэтому вот такая раскладка, в которых топсовых намного больше, производится легче, валяется проще, уваливается и усаживается намного быстрее. Да, здесь я рассказываю, вот вы сейчас на экране видите, что если мы добавляем какие-то декоративные волокна, мы должны тоже смотреть, какие свойства они нам дадут в войлок. И, соответственно, помимо весовых частей, нужно еще смотреть в миксе, сколько у вас будет кардачеса, а сколько у вас будет именно волокон, выкладывающихся в длину. На экране волокна и очесы шелка пошли, да, это уже когда вы делаете, например, такую летний или проект, или какие-то туфельки, или какую-то летнюю обувь, легкую обувь, то вот конкретно в данных этих туфельках 50 на 50 весовая часть, определенная часть весовая шерсти перенялась за счет волокон. И 48% волокон было использовано в этом проекте. И здесь я хотела бы дать вам уже рекомендацию, имея больший опыт, начиная с 2017 года, то используйте шелк. Больше смотрите в сторону шелка, какие-то очесы, какие-то, допустим, шелка Малбери, их разновидностей очень много. Шелк более прочный уже в готовом изделии. То есть, если сравнивать между вискозой и шелком, то в летнем проекте, конечно, желательно бы уделить больше внимания в сторону шелка. И если вы уже конкретно берете зимний какой-то проект, то там на сегодняшний день я бы сказала, что вискозы можно остановиться, ну, где-то до 10-12%. То есть вискоза такой материал, который подтягивает на себя влагу. Есть такое мнение, что она холодит, но здесь я как бы не соглашусь. А вот с влагой как бы есть какие-то определенные моменты. Поэтому экспериментируйте. Ага, так, видео закончилось. Вот теперь мы будем на экране. Сейчас я посмотрю. Да, есть я на экране. И можно продолжить нашу презентацию там, где уже звук совпадает с видео. И как бы итог этого видео в том, что при включении в микс различных волокон войлок будет приобретать плотность. И вот именно от этой плотности повлечет на себя
другие показатели: теплопроводность, паропроницаемость, теплопроницаемость, водопоглощение и другие вот смежные. Это вот те смежные показатели, зависящие от плотности, которые нам для обувщиков очень важные. Мы не гонимся, да, интересен, когда там дизайнерские какие-то решаются вопросы в самой модели, но именно плотность обувного войлока, где идет большой упор на нагрузки, которые испытывает войлок в процессе носки, в процессе э, ходьбы, мы спотыкаемся, у нас там ноги могут деформировать сам войлок в процессе изъебания ступни. И вот показатель плотности в нашем войлоке — это очень важное дело. Да, мы должны всегда доводить увалку до конца, но то, что мы берем в микс, то, с чего наш войлок состоит, играет, конечно, здесь вот важную роль именно в миксовании. Да, с видео немножко пролет получился, но исправим. И вот этот секретный рецепт, о котором упоминала Элеонора, это вот этот листик. И на сегодняшний день я могу сказать, что никаких секретных рецептов не существует. Вы позже можете остановить видео на своем экране. Ясно, что не с мобильного телефона, а с ноутбука или с компьютера вы увеличите, увидите. Здесь расписано, это я поначалу своей деятельности валяльной пыталась анализировать и фиксировать, сколько каких волокон и шерсти я использую в проект. Старалась проэкспериментировать с теми видами шерсти, которые доступны, и наша украинская, татарбунарская, итальянская, немецкая, то есть и как они ведут между собой в различных проектах, в сапожках, туфельках, балетках, определяла весовую часть, сравнивала между собой, деля на вот эти жесткие, средние. И вот на сегодняшний день я могу четко сказать: берете вы зимний проект, там вы упор делаете на жесткие волокна, которые формообразующие, и вы тогда мешаете мягкие, средние, жесткие, где жесткие доходят до 50%, а остальные распределяются между собой. И если вы используете микс для своего летнего, будем говорить в кавычках, летнего войлока, где жесткие можно вообще убрать и работать тогда со средними и мягкими, чуть больше оставить пропорцию для летних проектов, где будет составляющая большая, это гребенной ленты, за счет того, что в тонкий войлок для такой летней обуви у нас требует больших коэффициентов в КУ. То есть если мы работаем на двойке, это 40-й размер, это у нас больше 50 сантиметров шаблон, и нам вот проще разложить это будет, если микс будет состоять из большего количества топсовых составляющих. И, да, в подмешку в летние мы можем ввести волокон декоративных, вискозы, шелка. И вот жесткие я вообще тогда, ну, из моего опыта я убираю и оставляюсь на мягких, средних плюс волокна. Вот это как бы такая основа не секретного рецепта, а вообще рецепта. И вот когда еще вы будете работать с подбором микса для летних своих проектов, обратите внимание на те декоративные волокна, которые можно включить в состав и которые внесут еще помимо площади, на которую они помогут разложить по шаблону, еще эти свойства практичного характера. Например, бамбук, хлопок — это такие волокна, которые очень хорошо впитывают влагу. И, например, в летней обуви
ну, в легкой, будем говорить, обуви, когда нога у нас будет потеть больше в зависимости от атмосферной температуры, то вот часть влаги на себя могут брать эти волокна. То есть мы берем уже, так говорится, с умом, зная основу, то, с чем мы будем работать. И когда вот мы добавляем все эти волокна в микс, мы тоже смотрим на вот эти три параметра. Какая это шерсть, то ли это подпушек, то ли это ось, то ли это подшерсток. И, соответственно, насколько структуру, насколько представляет, что себя представляет этот волосок шерсти, наличие чешуек, ось это или более гладкий, соответственно, и можно также посмотреть и по декоративным волокнам, то есть структура шелка, она более гладкая, структура льна, структура хлопка, который может уже приваляться. Так, есть вопрос. Добрый день. Из Милана. Подскажите, пожалуйста, как называется немецкая шерсть с фабрики Фильцрауш, скорее всего. Вы говорили о том, что ее достаточно положить на верхний слой 20 грамм для придания бархатистости. Да, это кардачесы фабрики Фильцрауш. Вот там вот видео было показано синий, я точно помню, с 2017 года. Он реально дает бархатистую поверхность, и он очень так хорошо приваливается, присасывается, заполняет все вот эти вот, будем говорить, такие пространства и такую бархатистую поверхность. И у него есть меланжевые сорта, которые подчеркнуть глубину цвета. Он тоже очень красиво смотрится. Так, речь шла о верхнем слое. Вещали вы из магазина Раболье в сентябре. Да, это было такое, и я где-то видела в рилсах или в сторисах. Был вопрос, который был поднят с давнешнего времени, да. Там разные карточесы по ценам, как найти тот, который нужен. Татьяна, сейчас не сориентируюсь, но это было что-то небольшой микронности, 18-19. Я знаю, что он был меланжевый, то есть это он не однотонный был, у него была гамма осень, потом вот этот синий, который был, там что-то про море связано. Я не знаю сейчас их ассортимент, тем более это было, ну, так говорить, более где-то 5 лет назад, нужно посмотреть. Но это был мягкий, там небольшой был ворс, если вы, длина ворса, если вы найдете, и он немного был дороговат, да, я помню, что его очень было легко расслоить и вот этим нежным слоем, таким платочком укрыть саму поверхность. Да, было такое. Так, ну что, идем дальше. Соль и перец по вкусу, декоративными волокнами вроде бы как разобрались, а теперь шерсть домашних животных. Что мы из домашних животных можем включить? Абсолютно все. Был такой опыт даже использования валяния шиншиллы. Шиншилла очень мягенькая такая, коротенький волосочек, хотя написано, что не валяется, прекрасно валяется. Она довольно хрупкая, но тем не менее очень теплая и мягкая. Есть огромный опыт валяния собачьей шерсти, и вот по собачьей шерсти мы можем без проблем включить в микс, но здесь вопрос, во-первых, какая порода? Некоторые собачьи шерсти это абсолютно гладкая ворсина, то есть это абсолютно остевая, где практически нету чешуек, которые будут цепляться в процессе валяния. И эта шерсть данной породы практически вся ость. Ость
очень плохо валяется, и со временем она все равно выбьется. Существуют породы, которые, ну вот, один к одному, это практически все наша шерсть, которая без проблем валяется и очень крепко держится. Но какая бы шерсть ни была, нам нужно ввести в микс, конечно же, мягкую мериносовую шерсть, которая нам сваляется, придержится. И вот если, допустим, вернуться на одну картинку назад, вот здесь вот вторым слева мы увидим шерсть мериноса, где очень хорошие чешуйки, и вот эти чешуйки, они нам помогут в валянии укрепить то, что мы берем в микс. И где-то процентов до 30 собачий и 70 мериноса очень хорошо себя ведут. Вот девочки с Украины валяют пояса нашим ребятам на фронт, и вот 30 собачий замечательно себя ведут. И если мы даже будем смотреть, что мы можем еще там кошачью взять, все остальное, да, под пушек это очень хорошо. Если это все вычесано, а не выстрижено, мы все равно смотрим. Ага, что это за шерсть? Ось под пушек или пух. И, соответственно, уже берем. Да, также мы можем брать в валяние экзотов, экзотическую шерсть. И я бы сказала, что не прекращаются споры о валяется ли стопроцентная альпака в войлоке или нет. И здесь, конечно, может расставить все по местам порода и с какого места взята шерсть альпаки. Потому что опыт показывает то, что если это детеныши, ну, небольшого возраста животные, то шерсть валяется изумительно. Это может быть даже стопроцентная альпака, и она без проблем сваляется. А некоторые, конечно, более взрослые, одного и того же вида, реально требуют подмешку. И здесь вопрос, то ли вы выложите тоненький слой, то ли смешаете в миксе, уже как бы без разницы, но желательно с альпакой, допустим, работать в прослойке, где вы альпаку э, своего рода ламинируете между двумя слоями шерсти. Меринос, альпака, меринос. Есть возможность смешать, да, но вот в таком, будем говорить, бутерброде она будет вести себя крепче. Ну и, соответственно, уже другие виды, те, которые сейчас доступны, и верблюд, либо верблюжонок, як, это все уникальные виды шерсти, они намного теплее за счет того, что вот больше воздуха в этой сердцевине, и поэтому использовать у нас, как у обувщиков, да, можно, но все это действительно как золотое руно, это дорого. Но тем не менее, все равно возможно. И вот когда мы уже доходим до такого вопроса, каким же образом нам делать микс, то ли это руками производить, то ли при помощи кардера. Желательно, когда есть кардер, это все ускоряет. Электрический этот или ручной механический, что лучше, я вам сказать не могу, потому что на электрическом кардере я не работала. У меня барабанный кардер. И тут я хочу действительно сказать огромную благодарность фирмы «Дядя Коля». Ну, это Николай, который делает
инструмент для обработки шерсти. На Фейсбуке его легко найти, в Инстаграме легко найти. Инструмент для обработки шерсти. Вы на экране видите его аккаунт. И вот за кардер, что я хочу сказать, у меня мини-версия. И мой барабанный кардер это 21 сантиметр по барабану длина. Я когда снимаюсь, получаю бат 21 на 50, иголки 72 плотность и 1,2 сантиметра высота иглы. Мне достаточно для моих проектов. Если у вас вы нуждаетесь в большей производительности, вы, конечно, можете для себя приобрести более большой. И здесь, находясь уже в Германии, у меня была возможность поработать на Экшварде. Знаете, ну я не буду ничего говорить, насколько лучше, хуже, но по сравнению с кардером от Николая, это небо и земля в пользу Николая. Во-первых, не заматывается на маленький барабан все вот те волокна, которые наматываются. Весь процесс я показала в видео. Видео выложено на канале, на моем YouTube-канале. Вот так оно называется: «Миксование шерсти на барабанном кардере». Это кусочек из моего видеокурса «Детский башмачок». Там в этом видео оно небольшое, показано все, как я работаю с ним. Вы можете без проблем посмотреть в процессе сохранения видео. Я постараюсь здесь на экран вывести ссылку на него. И вот здесь, конечно, Николаю просто огромная благодарность за такой девайс, который желательно иметь обувщику, потому что как бы мы ни крутили ручку кардера, это все равно упрощает. И есть такой момент, и при использовании электрического, я не знаю, как там ведутся работы, как можно технологически все это сделать, когда, например, выхватывается в процессе миксования вискозы такой сгусток вискозы, и ты не можешь его вот выцепить и ввести опять в дело. Нужно будет тогда дважды снимать и дважды перегонять. На барабане, на кардере от Николая я за один прочес абсолютно качественно миксую тот объем шерсти, который мне нужен. На вот эту меню-версию идет где-то до 50 грамм, где-то 60 это уже максимум, плохо уже ручка проворачивается, но несколько подходов вполне хватает за один раз перекрутить, то есть несколько порций хватает за один раз подготовить и пустить в дело. Так, ну и по сути, как бы все, что нам нужно было знать о барабанном кардере, вещь хорошая, и в работу абсолютно хорошо его применять в валянии. Я была рада, что у нас все это, будем говорить так, получилось, пусть немного с нестыковкой технической, но тем не менее освоим и эти неприятности. Если у вас нет вопросов, я подожду еще немножечко, посмотрю в чат, будут ли вопросы. Пишите либо здесь, либо по тем ссылкам, которые вы увидите в описании канала. Там есть мой Facebook, мой Instagram, и я с радостью подготовлю для вас новую встречу и отвечу на все вопросы. Огромное спасибо!